Твоя родная душа. Как ты ее узнаешь? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться этим видео с друзьями. Ну и давайте посмотрим, в каких энергиях вы находитесь, что у вас происходит, либо происходило, а кто хочет на личный расклад записаться, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Вы ушли от своей любви. Неважно, кто был прав, кто виноват, но, скорее всего, обычно в таких случаях виноваты женщины, да, вам пришлось отказаться от своей любви, потому что было сделано больно. Причем, да, это была любимая женщина, причем здесь был третий лишний. Скорее всего, здесь проиграется измена. Начали жизнь с чистого листа. Было тяжело, было больно, но вы выстояли. Вы человек, который очень светлый, который старается даже в каких-то тяжелых ситуациях жизненных видеть позитив, стараетесь надеяться на лучшее, да. Даже когда вам плохо, вы пытаетесь как-то отвлекаться. Может быть, кто-то в работу уходит, кто-то в хобби, может быть, уходит. Но, тем не менее, я не вижу такого, что все женщины плохие, никогда ни с кем не буду. Нет. Вот отболела и отболела. Вот прошел этот период, и хорошо. Кто-то сейчас может находиться в таком вот печальном состоянии, потому что просто вы, может быть, не так давно разошлись. Поэтому, ну, еще болит у кого-то. Вы человек очень любвеобильный. Для вас очень важна любовь, причем любовь взаимная. Вы, когда видите, что человек для вас старается, но вы готовы все сделать, и звезду с неба, и горы сворачивать, и последнюю рубашку отдать. Давайте-ка сделаем маленький опрос как раз по этому поводу. Напишите в комментариях все. Вы действительно вот готовы звезду с неба снять ради человека, который вот отдает вам, да, тоже любовь, нежность, ласку, когда вы видите отдачу. Не только вы ей отдаете, а вот и она. Я не на сегодняшний день вот говорю, потому что есть и холостяки среди вас, а вообще вот как по жизни вы? Вы готовы ради любимого человека отдать последнюю рубашку, там горы свернуть, звезду с неба достать? Пишите все. Вы человек очень нежный, очень ласковый, очень чувственный и чувствительный. Вас часто трогает даже чужая какая-то боль. Вы отзывчивый, в общем-то, да, вы можете помочь, чем можете. Неважно, это финансы, это просто делом каким-то, это совет какой-то, может быть, просто даже доброе слово. Это тоже бывает очень и очень важно. Вы любите детей. Дети – это даже, может быть, ваша какая-то отдушина. И на сегодняшний день, вот у кого есть дети, может быть, внуки у кого-то, особенно если маленькие, ну, даже если не маленькие, но все равно вы просто души не чаете в своих ребятишках. Даже для вас, может быть, уже взрослые дети, вот, но они для вас ребятня, да, вы видите их наивность, вы видите, ну, что это все равно ваш ребенок, сколько бы ему ни было лет, все равно это могут быть даже какие-то такие ласковые детские слова, хотя ребенок уже может быть и 20-летний. Вы человек, который очень любит природу. Вот природа – это ваша сила, это ваша такая подпитка, это ваша какая-то отдушина. Может быть, вы любите поэтому бывать где-то, ну я не знаю, может быть, кто-то гуляет там в лесу, в парке, вот просто пройтись, и вы уже как будто от деревьев, да, от природы вы подпитались. Кто-то может поэтому ездить на рыбалку, на охоту, да, любите плавать, вот особенно те, которые живут, может быть, возле воды, но вы, я думаю, очень часто даже плаваете, потому что это ваша тоже такая отдушина, ну и плюс это как бы такое занятие спортом, да. Что еще нужно знать о вас, что поведают карты? Вы никогда не будете принимать решения неосознанно, необдуманно. Вы всегда все будете взвешивать, все за и против, особенно в выборе женщин.
Ну и по жизни вообще, но вот к выбору женщин вы исключительно серьезно подходите. Вам не нужны романы. Вы вообще такой сторонник семейных отношений, серьезных отношений, да? Вы, возможно, как-то вот связаны с поездками, да, либо же это машина у кого-то есть, может быть, куда-то ездите, кто-то, может быть, где-то в другом городе, может быть, за границей вы сейчас вынуждены работать, да, ну, то есть с поездками как-то связано. Приходилось вам по жизни много отстаивать, вот и по работе, и, может быть, даже за место под солнцем приходилось бороться. Были периоды очень тяжелые. Но, наверное, самый тяжелый период – это когда вы вот потеряли семью. Вот здесь вы точно взяли паузу. Не хотелось ни женщин, никого, ничего. Может быть, даже кто-то в больничке был. Вы человек, который либо же занимается, либо же, ну, нравится, да, иногда, может быть, занимаетесь вот, ну, по типу медитации, какой-то релакс, может быть, какая-то музыка релаксирующая, да, вот вам очень нравится, и вы периодически ее слушаете и расслабляетесь. Ну и, конечно же, женщин вы выбираете исключительно по сердцу, по душе. Вам не нужны никакие выгоды, вам не нужна просто постель, да. Вам нужно, чтобы сердечко трепетало, только тогда вы свяжетесь с женщиной, да, свяжетесь не очень хорошо звучит, но вы понимаете, о чем идет речь, да, только тогда вы вступите в отношения. Если же не будет ни малейшей симпатии, в груди ничего не трепещет, вы скорее, ну так, мило пофлиртуете, пообщаетесь и пойдете мимо. Даже если женщины будут вас преследовать. И, кстати, еще чуть не забыла сказать момент. Вот вы очень не любите навязчивых женщин. Потому что были такие моменты, когда та или иная женщина, ну уж очень сильно пыталась, может быть, как-то в открытую, либо же намеками, но пыталась как-то вас заарканить, может быть, там, знаете, под предлогом, что вот нужно что-то отремонтировать, помочь, подвести, либо еще что-то, пыталась вас заманить к себе домой. Вы это прекрасно понимали, но вы так стараетесь культурно, кто-то, может быть, не очень культурно, но вы стараетесь держать дистанцию с такими женщинами, да, потому что, ну, не нужны вам такие одноразовые какие-то романчики, правда? И давайте-ка смотреть теперь ближе к делу, что же за родная душа появится в вашей жизни и как же вы ее узнаете. Давайте. Да, ребятушки, сколько было переживаний в вашей жизни. Смотрите, появится моложавая женщина. Может быть, даже у кого-то проиграется намного моложе. Она точно так, как и вы, будет настроена на серьезные отношения. Как вы ее знаете? Ну, помимо того, что она моложе, это одно, но есть какая-то вот в ней такая чистота. Чистота, может быть, наивность какая-то, такая порядочность. Это будет видно, даже ощущаться вот, ну, в ее взгляде, в ее облике, ну, энергетика. Вот просто вы будете с ней стоять общаться, и вы будете понимать, что ну какая же вот она искренняя, вот какая-то искренность просто будет излучаться от нее. Из этой женщины впоследствии, ну так забегая вперед, получится, ну, довольно такая страстная, огненная львица-тигрица. Это я так вам просто забросила удочку, да, что она на самом деле не такая уже наивная. Этот такой неоперившийся птенчик, ну, очень-очень такая страстная, хотя да, хотя вот внешне она может казаться такая робкая, но она классная. Вот именно, я думаю, робость, вот какая-то энергетическая такая основа ощущения вас к ней подтолкнуть. Очень жаркие, страстные отношения будут. Кто из вас пойдет в эти отношения? Ну, давайте приблизительно посмотрим. Я думаю, вам интересно, где вы можете с ней познакомиться. Давайте посмотрим. Дорога показана. Дорога. Дорога. Смотрите, кто-то из вас, опять же, поскольку это общий расклад, просто так берите на заметку.
Те, кто за границей, вы можете прям там познакомиться, за границей, либо же у кого-то это может проиграться, опять же, знакомство по интернету, потому что вы далеко. Это один момент, да, то есть вы далеко друг от друга. Те, кто там по факту, это знакомство будет там, где вы находитесь, в той стране. Те, кто находится дома, но здесь больше показана дорога. Вот что связано с дорогой. Это не значит, что именно там в автобусе, троллейбусе, поезде, либо еще. Хотя у кого-то и так может проиграться. Это еще может быть по дороге там, на работу, по дороге в магазин, либо по дороге с работы, с магазина, там, я не знаю, в аптеку, куда угодно. Понимаете? Может быть, она кому-то искусственное дыхание будет делать. Но это такое. То есть заметочка, да, вот вы себе отметили. У кого-то это может даже, если вы тем более общаетесь по интернету, это скорее будет интернетное знакомство, которое перейдет в более серьезные отношения. Те, кто за границей, я просто подвожу итоги, да, чтобы вы поняли. Те, кто за границей по факту находится, вы там на месте знакомитесь. Ну, а те, кто у себя на родине, никуда не уезжали, ну, это уже как-то вот будет связано с дорогой. И неважно, ножками вы идете, либо на машине едете. Поэтому делайте себе заметочки. Давайте посмотрим, еще мне интересно вот характер. Какой у нее характер? Ну, я уже немножко описала, но вот хочется еще почему-то. Вот какая она. Посмотрите, те же карты выпадают. Причем мне показано, что это будет действительно вот судьбоносное знакомство. Вот судьбоносное. У нас выпало колесо фортуны. Это, во-первых, будет неожиданное знакомство. Какой-то период это юная девушка, ну как юная, а то вы сейчас подумаете, что ей 20 лет. Нет, просто она от вас может быть там на 5, на 10 лет моложе. Не пугайтесь, это не 30 лет и не 40. Какой-то период она была вообще закрыта от всех. Почему? Почему она была закрыта? Но здесь были проблемы с мужчиной. В принципе, это очень такой частый момент. Когда ей сделали больно, да, в прежних отношениях, она вообще на какой-то период абсолютно закрылась. Женщина активная, как я уже сказала, она очень страстная любовница, она очень такая многозадачная. То есть она может делать 10 дел одновременно. Но вот что интересно, когда вы ее будете узнавать больше, да, вот когда вы будете поближе с ней общаться, вы поймете, что ее внешность такая вот чистая, невинная, да, вот энергетически, да, она чистая, она классный человек, но в душе у нее такой железный стержень. Она такая вот, ну, женщина, которая, в общем-то, твердо стоит на ногах. Хоть она и моложавая еще, да, пусть ей там и не за 40, и не за 50, но она многого добилась. Она все, что она добилась и что имеет, это исключительно были ее заслуги своим трудом, своим усилием, своим терпением, да. Она очень такая эмоционально выносливая. То есть, да, внешне она такая няшечка вся, а в душе, вот внутри какая она, ну, железный стержень. Она может становиться железной леди, когда этого потребует ситуация. Мне показано, что вы можете дойти до брака. Причем в каждом раскладе практически, ребят, вы заметили, что выпадает у нас карта брака. То есть даже те из вас, которые сейчас ни во что не верят, кто скептически относится даже, может быть, к раскладам, да, ну, как бы от судьбы не уйдешь. Тем более у нас выпало колесо фортуны, и это четко говорит о том, что это судьбоносная встреча будет. Это будет родная душа. Чем же она будет родная? Давайте-ка посмотрим, что же вас так будет объединять. Одинаковая боль была. Одинаковая, ну, в принципе, после прежних отношений. И у вас, и у нее. Одинаковые цели. Одинаковые планы. Но это выяснится уже тогда, когда вы будете ближе общаться. Вы, может быть, даже какие-то сходные черты, либо характера, может быть, даже у вас какие-то привычки, хобби одинаковые.
То есть это человек, как будто вот ваша вторая половинка. Вот яблочко, знаете, вот как две половинки сошлись, и цельно получилось целое яблоко. Вот точно так и здесь. Это женщина, которая вроде бы, да, она имеет железный стержень, но она очень переживает, если что-то нехорошее, там какие-то проблемы с ее близкими. А поскольку и вы будете входить в ее близкий круг, то она будет очень, так знаете, очень заботливо к вам относиться, очень переживательная, вот по типу мамы, может быть, да. Хотя не все мужчины и любят, когда женщина, ну, прям как мамочка. Но я не говорю, что она будет с фанатизмом, но вот какая-то вот как материнская забота. Она будет переживать, да, вот там покушали вы, там не замерзли, ну, вот в таком плане, да. То есть она очень переживательна. Я не говорю уже, если там кто-то, не дай бог, из близких заболеет, но здесь, конечно же, она будет настолько это как будто сама прочувствует всю эту боль, да, вот близкого человека. Вы, в общем-то, будете с ней, знаете, вы будете счастливы, но это не будет какая-то истерика такая, взрыв ощущений, да, взрыв мозга. Нет, это будет такая более спокойная любовь. Вот спокойная, потому что ощущение комфорта ни с чем нельзя сравнить. После того, как вы пережили период одиночества, даже если это было вот одиночество вдвоем, вам, ну, таким счастьем покажется иметь такую женщину рядом. Она действительно будет вашей родной душой. Она будет просто по-сумасшедшему поддерживать вас, когда будут, ну, может быть, там какие-то мелкие даже неприятности, проблемы, даже если это по работе что-то касается, да. Если у кого-то, допустим, там, ну, мало ли, я просто забегая вперед, да, вот своими словами вам объясняю, чтобы вы понимали. Если у кого-то там, допустим, будут либо же задержка зарплаты, финансовые какие-то трудности, эта женщина не будет вас топить дальше. Она, наоборот, будет поддерживать и находить нужные слова в нужное время. Это родная душа, с которой будет просто тепло, уютно и надежно. С этой женщиной, которая внешне такая вся может быть хрупкая, няшечка, как я уже сказала, но с этой женщиной вы точно не пропадете. Потому что, несмотря на то, что вы мужчины, за ней можно тоже быть как за каменной стеной, в хорошем смысле слова. Такие женщины подают патроны, когда весь мир против вас. Такие женщины подставят всегда свое хрупкое плечо. Такие женщины найдут нужные слова поддержки, когда вам плохо, либо что-то болит, да. Ну и, конечно же, она позаботится, чтобы вам было всегда хорошо, уютно и спокойно. А это, я думаю, самое главное. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!